Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, какой город лучше выбрать для переезда в Краснодарский край. А также мы поговорим о ценах на недвижимость в этих городах. Итак, начинаем с самого дорогого города Краснодарского края. Как вы уже догадались, это Сочи. Сочи – это крупнейший курорт России. Сюда стремится переехать большое количество людей. В состав города Сочи входят 4 внутривгородских района – Лазаревский, Хостинский, Адлерский и Центральный район. Население в городе Сочи увеличивается с каждым годом, то есть идет прирост населения. По данным 2021 года население было 564 тысячи человек. Климат в Сочи субтропический, влажный. Цены на недвижимость очень разнообразные, в зависимости от района. В таких районах, как Мамайка, в Старом Фонде можно купить квартиру однокомнатную за 8 миллионов. Это будет квартира 35 квадратов, и я еще раз повторяю, в Старом Фонде. На более-менее нормальную квартиру однокомнатную будет цена 13 миллионов. В Туапсе с видом на море можно купить квартиру за 45 миллионов. Если не обращать внимания на удаленность от моря, то в том же Туапсе можно купить квартиру за 11 миллионов. То есть цены очень разные. Следующий город, о котором пойдет речь, город-курорт Геленджик. Климат здесь субтропический, сухой. Людей сюда привлекает комфортный климат, красивая природа, множество солнечных дней. Геленджик – это мечта многих людей, но, к сожалению, не все могут позволить себе недвижимость в этом городе. Здесь сочетается морской и горный воздух. Очень легко дышится. Вот лично нам этот климат больше всего подходит. Если в Сочи климат влажный, то в Геленджике дышится очень легко. Мы там жили, я говорю лично свое мнение. Я говорю именно про себя. Город расположен вокруг Геленджикской бухты и находится у подножия Мархотского хребта. В городе есть все необходимое для жизни, но на работу люди в основном ездят в недалеко расположенный от Геленджика город Новороссийск. Естественно, кто работает в бюджетных организациях, они работают как летом, так и зимой. Что касается цен на недвижимость. Цены на недвижимость, конечно, ниже, чем в Сочи, но тоже достаточно высокие. Вот если, к примеру, взять квартиру в ЖК Черноморский 2 с видом на море, обычная мансарда будет стоить 13 800. Это обычная мансарда. В Старом Фонде можно найти квартиру от 7 миллионов. Можно найти однокомнатную квартиру 35 квадратов. Если рассматривать квартиру в общежитии, то ее можно купить даже за 5 миллионов. Но полноценная однокомнатная квартира в Старом Фонде будет стоить 7-8 миллионов. С 2021 года в Геленджике перестали строить новые дома. Водоканал и очистительная система не справляются с таким количеством людей, проживающих в городе. Новороссийск. В городе Новороссийск расположена военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. Это крупнейший порт России. Климат субтропически сухой, близкий к среднеземноморскому. Зимой очень часто бывают сильные ветра. Когда возникает нордоз, происходит резкое снижение температуры воздуха. Это происходит за считанные часы. Температура может снизиться на 10-15 градусов. Ветра тут более сильные, чем в Геленджике. Скорость ветра достигает 30-70 метров в секунду. Цена на недвижимость тут ниже, чем в Геленджике. Но слишком низко ее назвать нельзя. К примеру, в Южном микрорайоне можно купить однокомнатную квартиру вторичку за 7-8 миллионов. Это в панельке. В Царском селе можно купить квартиру 55 квадратов за 6 миллионов. В любом случае цена будет ниже, чем в Геленджике. Численность населения на 2021 год в городе Новороссийск 262 293 человека. Это на 2021 год. Прирост идет, но он идет какими-то волнами. С 2011 по 2020 был прирост населения, а на 2021 год, видите, немного уменьшилось количество проживающих.
Краснодар. До 1920 года город назывался Екатеринодар. Расположен Краснодар на правом берегу реки Кубань. До Черного моря расстояние от Краснодара 120 километров, до поселка Джубки. До Азовского 140 километров. Это город-миллионник. Население уже давно перевалило за 1 миллион. Климат в Краснодаре переходный от умеренно континентального к субтропическому климату. Летом бывает очень жарко. В Геленджике жара переносится намного легче. Но мне кажется, там и такой жары-то не бывает, как в Краснодаре. Цены на недвижимость в Краснодаре по сравнению с городами, которые находятся на побережье Черного моря, приемлемые. Даже сейчас в некоторых районах Краснодара можно купить однокомнатную квартиру 35-39 квадратов за 3 604 миллиона. Конечно, если брать монолитные строения, то там такая однокомнатная квартира будет стоить 5 миллионов. Но в любом случае это дешевле, чем в Геленджике, Новороссийске и тем более в Сочи. В городе есть все необходимое для жизни. Краснодар разделен на 4 внутригородских округа: Западный, Карасунский, Центральный и Прикубанский. Прирост населения огромный. По темпам возводимого жилья Краснодар находится в числе лидеров вместе с Москвой и Петербургом. Очень неплохой южный город, красивый, зеленый. Естественно, в новостройках тут есть цены на однокомнатные квартиры и 14-15 миллионов, но я считаю эти цены как-то слишком завышенные. Ну вот мы опять в Ильском. Да, кстати, забыла сказать про такой город, как Анапа. Он по ценовой политике уступает немного Геленджику, но цены на квартиры тоже достаточно высокие. Численность населения на 2021 год составляла 203 951 человек. С каждым годом численность проживающих в Анапе увеличивается. Город расположен в Анапской бухте на берегу Черного моря. Но, на мой взгляд, уступает Геленджику. Хотя в этом городе больше всего солнечных дней. У нас в поселке Ильском на этой неделе похолодание. Температура поднималась днем до минус 5 градусов, ночью опускалась до минус 10. Вот видите, даже видно, что лужи замерзшие. Вот такой небольшой обзор получился городов Краснодарского края. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До новых встреч!